Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером собрались у экранов своих гаджетов для того, чтобы проанализировать день, такой достаточно сложный, достаточно тяжелый к восприятию, потому что у нас, знаете, думаешь себе, ну вот Абу-Даби прошло, ну там какая-то там встреча в Майами, может что-то здесь решится. Нет, все закручивается в еще более горячие интриги в контексте российско-украинской войны, да и в мировом тоже контексте. В общем, все будем обсуждать сегодня с Андреем Золотаревым. Он на связи. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, зрители. Друзья, подпишитесь на Золотарева. Сделать это, как говорится, проще простого. Значит, вы с большим удовольствием, я знаю, что оставляете вопросы заблаговременно, поэтому, как всегда, да, в сообществе YouTube, в клубе частом зрителей Шелеста есть возможность и как бы оставить свой вопрос. Мы к ним в конце вернемся. Также вопросы из чата обязательно прозвучат, но вот заранее не пишите, пожалуйста, лучше проголосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Он звучит следующим образом. Кто срывает переговоры в контексте покушения на генерала Алексеева на следующий день после Абу-Даби? Кто? Да? Какая сила? Опять-таки, не официально, а вот силы где? Какие силы? Значит, какая-то украинская сила, какая-то российская сила, какая-то британская, ну, британско-европейская, я так написал, то есть, да, вот какая-то вот та сила, британско-европейская, или еще один есть вариант, этих сил много. И в данном случае, вот даже этот перечень, он не полный, и все как-то вот коллаборируются друг с другом, чтобы взять и, собственно, сорвать переговоры и продолжить войну. Вопрос, конечно, не шуточный, и сегодняшнее покушение на зама главы переговорной группы руководителя ГРУ российского Костюкова, Алексеева, конечно, ставит под угрозу переговоры. Что вы думаете по этому поводу, так а кому выгодно, какой силе? Ну, бенефициаров этого несколько. Ну, понятно, что оно прилипнет к Украине. А вот то, что это может быть результатом коллаборации, ну, тут в лес не ходи, поскольку, особенно после Давоса, где Трамп отбрил европейцев от участия в процессе, то есть дал понять, что вас здесь не стояло. Ну, а там, понятно, большая европейская тройка плюс особенно Британия, ну, явно не заинтересованы в финализации войны, прекращении огня. И тут действительно оно может тот случай, когда сошлись интересы нескольких сторон, равно как партии войны в Киеве, так и среди партнеров есть те, кто заинтересован в том, чтобы переговоры в Абу-Даби ничем не закончились. Это да, это очень серьезный удар по переговорному процессу. Я не скажу там фатальный, но понятно другое, то что и так особого оптимизма, особенно после вчерашнего твита Уиткофа не было. Было понятно, что стороны договорились договариваться, и там ну, как-то все идет очень туго. Ну, а тем более после такого покушения, тем более Владимир Алексеев, генерал-лейтенант Алексеев, это одна из ключевых фигур, пересидевший 3 глав ГРУ, первый зам Герой России, но учитывая ту роль, которую он играл в структуре организации, а как-никак ГРУ – это огромная структура, так или иначе, только по порядка 10 управлений. Там понятно, что это США, Европа, Англия, Азия, Ближний Восток, Африка. Это географически. Радиотехническая разведка. Вот, диверсии, это 8-е управление. И самое интересное, и отдельное управление, информационно-аналитическое управление и управление, которое занимается информационной войной. Такое наследник советского Дезинформбюро. Это, ну, и работает очень масштабно. Понятно, что, учитывая профиль Алексеева, он выпускник, кстати, родился в Винницкой области под Хмельником, в село Городенки, и закончил Рязанское воздушно-десантное училище. Ну, кто это? Военная разведка, диверсанты, разведчики. И понятно, да, командировка в Сирию, где как раз совместная работа спецов ГРУ и авиации помогла переломить неудачный для
режима Асада ход гражданской войны, за что он получил героя, плюс Крымская операция, плюс события на Донбассе. Да, вот Стрелков, кстати, говорил о том, что Алексеев, дескать, причастен к ликвидации лидеров ЛДНР, таких как Алексей Мозговой. Вот. Самых неудобных, кстати. Да, И самых самых неудобных, самых идейных, те, которые там сейчас, вот до сих пор даже, я помню, в конце прошлого года, даже зрители мне присылали, это старый файл, он гулял еще, я помню, с 2014 года, там, в 2015 году он гулял, и чуть позже, там, несколько раз он всплывал. Дневники, допустим, Мозгового, где конкретно описывалась ситуация с войной между русскими и украинцами, с украинскими, ну давайте так назовем их, олигархами малоукраинского происхождения и по своим капиталам, и в принципе. То есть это были исключительно такие заряженные на революцию, идейные очень лидеры, которых, ну, просто отщелкали по одному, потому что они не встраивались в контекст, ну, тот еще контекст ЛНР, ДНР, ну и так далее. Ну и плюс, конечно, Да. СБУ помогли, там, как вот Захарченко ликвидировали, там, еще кого-то, безусловно. Ну, это логика неизменная. Все контрсистемные фигуры, вопрос времени, они выносятся. Ну, тут еще и другие моменты. Это создание частных военных компаний, начиная с истоков создания Вагнера. Именно Стрелков на Вагнер указывал, как о том, что руками Вагнера была исполнена ликвидация. Редут, добровольческий корпус. Ну, понятно, что такому, ну, столь деликатные миссии кому попало не поручают. Поэтому понятен уровень. И, наконец, именно через Алексеева шла коммуникация с Россией по вопросу обмена пленными, не нанесения ударов во время визитов Зеленского в прифронтовую зону. Ну и заметьте, Барвиха, Рублевка, как и Конча Заспа, от войны не пострадали. Туда ничего не прилетало. Хотя понятно о том, что по ходу войны имущество ни одного из олигархов вот в этих элитных районах не пострадало. Вот. И теперь понятно, что с этим каналом, который до этого, ну, так или иначе он работал, возникают проблемы. Поэтому косвенно это еще и отрикошетило еще и по Буданову. Вот, поэтому ничего хорошего для прекращения войны это событие. Наоборот, можно ожидать там, ответных действий. Ведь достаточно вспомнить времена Порошенко. Помните, был рейд, кстати, в нем принимал участие и Буданов в Крым, из-за которого потом Порошенко вымочку от Байдена получил. Вот, когда убили в ходе перестрелки сына одного крупного ФСБшника, и потом последовала ответка. Погиб генерал Максим Шаповал, взрыв его автомашины на улице Механизатора в Киеве, или такого ликвидация полковника Хараберюша в Мариуполе. Ну, то есть такие можно ожидать каких-то ответных действий. Понятно другое, то, что это ведет куда-то в сторону от мира. Ну, так погодите, ответных действий какого толка? Вот вы сейчас приводите пример зеркальные действия. Но тут давайте с вами порассуждаем. Лавров официально, это, кстати, тоже очень интересно, немножко позже об этом поговорим, о Лаврове, о Москве, да, о вот переговорных вот этих танцах. Ну, это немножко позже, да, про Абу-Даби тоже, про итоги определенные, позиция России, позиция Украины. Лавров же четко говорит, попытки Киева сорвать. В Киеве говорят, третья сила. Ну, опять-таки, СМИ с источниками на офис президента, о, это кто, не пойми кто, под каким-то чужим флагом. А есть такое выражение, о нем, кстати, определенные паблики напомнили, серый флаг. Это когда ты, как бы вот, флаг не твой и не чужой, но последствия, да, тебе как бы выгодны. То есть Зеленский всячески декларирует и демонстрирует, что он там планы операций расписывает, вот он будет воевать, бьет по Белгороду блэкауты, там, запускает фламинго по
Капустиному Яру, там, где орешники оттуда запускаются, представляете? И вроде как, если сейчас Москва скажет «ах так» и начнет лупить, и выйдет, грюкнет дверью с переговоров, это вроде как Зеленскому на руку с точки зрения «вот смотрите, мы же вам говорили, они не хотят мира, эти россияне». Да. Александр, понятно, что такого рода акции, как это у наших турбопатриотов называется, атентат, готовится не один день, возможно, и месяц. Учитывая то, что, ну, понятно, генерал-лейтенант Алексеев это не фигура не публичная, но установочные данные были получены. Его квартира на Волоколамском шоссе, причем киллер ждал его на лестничной клетке у лифта. Ну, знали распорядок дня. То есть подготовка проводилась профессионально. Это не какой-то эвентуальный случайный киллер, там подобранный где-то Ну, там в теле. не на самокате, да. Да, но и на фоне того, что вчера Зеленский благословил новую СБУ Хмару на новые операции, понятно другое. Это, ну, что ты не говори про третью силу, как говорится, тут уже, как говорится, оно прилипло. И понятно, да, это разгоняют сейчас про то, что это выгодно третьей силе, близкие к офису эксперты и телеграм-каналы, но как ни крути, а вот, ну, фактическая сторона против Киева. Тем более, что уже, это уже 7-е или 8-е такого рода покушение. Нет, ну, Но почему я говорю о том, что может последовать зеркальная ответка? Здесь в данном случае один из, ну, ключевая фигура групп. А у спецуры, ну, не вот такой подход. Подобное лечится подобным. нет, безусловно, подобное подобным-то лечится. Однако, Андрей Владимирович, тут же смотрите как. Что будет предпринимать Москва сейчас? Она будет лупить орешником направо и налево. Мы не слышали. Не думаю. Ну, Орешник это из, скажем, Искандера, судя по всему, новая атака, похоже, там не за горами, судя по тому, что вчера летали разведывательные беспилотники. Можно ожидать сегодня, этой ночью, следующие ближайшие дни, что полетит опять крылатые ракеты «Искандер». И, ну, учитывая то, что вся энергетика держится на очень тоненькой ниточке, последствия могут быть печальными. Но у нас сейчас по 20 часов в сутки отключения. Это вот сегодня какое-то чудо. Вот с 9 утра есть электроэнергия, но вчера было 20 часов без электроэнергии, и только 4 часа давали. 4 часа не успеваешь даже аккумуляторы зарядить. Вот. Нет, я к чему? Смотрите, вот будут лупить, то есть выключать Украину, то, о чем вы говорите. Будут зеркальные методы применять. Будут, ну, как бы поставят на вид перед Трампом, скажут, смотрите, а как можно с ними вести дальнейшие переговоры? Страна-террорист и так далее. Вот это вот самое нехорошее, поскольку тут, увы, факты, и тут против фактов не попрешь. И вот с террористами переговоры не идут. То есть, ну, посмотрим, как будет, какие обороты в российском информационном поле это все примет в ближайшие там 48 часов. Вот поэтому можно будет судить. Ну, пока так еще относительно сдержанно. Нет, Но понимаете, в чем дело? Тут же приходит информация, ну вот, например, Кость Бондаренко описывал ситуацию, что Буданов конкретно с вот этим генералом да, общался. нет, так через него, понятно, не с Костюковым, а, судя по всему, вот, и учитывая тем более, То что есть у нас... вчерашний обмен, да, Да, которым все да, так да, гордились, о том, что да. смотрите, и Зеленский выходит, будем работать. Так как, подождите, в смысле работать? Ну, а сейчас, например, кто из ГРУ будет, ну, также контактировать с украинской стороной по поводу Ну, обменов? вот мостик сломался, то есть канал потерян, и это то, что с кем попало разговоры не ведутся. Если уже, ну, отношения как-то наладились, есть коммуникация, то за один день тут э, что кто-то другой, привет, здрасте, ну и понятно уже доверия не будет. Вот. Поэтому это очень дурной знак.
по крайней Может ли мере. это быть, опять-таки, понятно, здесь немножко о другом, но если мы вплетем это во внутриукраинскую политику взаимоотношений, может ли быть это ослаблением позиции Буданова? Вот такую нетривиальную вещь я выскажу, но она очень легко раскладывается. Может вполне, это бьет по его позициям, то есть и по его возможностям. Понятно, что э, это скажется, мягко говоря, не лучшим образом. Ну, то есть считалось, что Буданов, он как бы такой, он может трезво поговорить и с одними, и с Да, то есть американцами, он и с россиянами. с ним разговаривают, и понятно другое, том, что такое, допустим, с тем же Маляком трудно было представить, что ну, а с Будановым разговаривают. Как бы там ни было, хотя он внесен в реестр там, экстремистов и террористов российских, но тем не менее с ним разговаривали. И это факт. Андрей Владимирович, опять-таки, ну, если суммировать, да, эту тему, то как вообще выглядит Абу-Даби на этом фоне и дальнейшие переговоры? Ой, знаете, как в Одессе, мы пихали паровоз без трубы и без колес. То есть, если после первой встречи был такой умеренный оптимизм, и, в принципе, и этот раунд неплохо начинался, то теперь у меня, честно говоря, скепсис. Может, что-то изменится за эти дни, но пока все свернуло явно не в ту сторону. Которая... То есть, я скептик теперь. Ну, хорошо, допустим, переговоры ни к чему не приведут. Ну, так Нет, они будут продолжаться, война будет идти, причем я думаю, возможно, и с элементами эскалации боевых действий, тем более, что ну, не за горами весна, там появится зелень, а это возможности для активизации наступательных действий. наступательные с чьей стороны? С российской, ну кто сейчас наступает? Как? Ну, Ну, подождите, Сырский говорит, будет контрнаступление. Ну, по крайней нет, мере, ну, обещает. знаете, может быть, избушку лесника где-то там в Серебрянском лесничестве отобьют, но на масштабное контрнаступление, по-моему, ни силы ресурсов у нас нет. Тем более, посмотрите, как приходится затыкать наиболее боеспособными подразделениями кризисные участки. Вот, после Курска ну, мы ни разу не видели, чтобы удалось собрать сколь-нибудь значительные силы для сколь-нибудь значительной контрнаступательной операции. Да, какие-то тактические, да, это будет подаваться как большой успех. То есть, информационно оно будет раздуваться, но положение дел на фронте говорит об обратном. Там сегодня опять продвижение в Сумской области фиксируют. Ну, пока Украина не подтверждала, но тем не менее. Вот этот кусочек, дальний, как это, медвежий угол, дальний угол Харьковской области, возле Белгорода тоже, там пришел движение. То есть, локальные такие, небольшие, но такие, в общем, занятые села российской армии в Сумской и Харьковской области, там, где фронта как такового нет, но тем не менее. Но мы слышим же что сейчас в информационном поле? Нам говорят советники, раньше можно было просто его как на честное офицерское полагаться, а сейчас это уже как бы статус, советник министра Федорова говорит, сам Федоров, еще там разные эксперты говорят о том, что, ну, люди добрые, ВСУ сейчас вполне может наступать, у россиян не работает Starlink, а у ВСУ работает Starlink. Знаете, но тут вопрос в другом. Понятно, что и у нас часть терминалов, которые были не зарегистрированы, ну, с ними возникли проблемы. Да, это будет потихоньку решаться, но тоже. Понятно, масштаб проблемы у россиян совершенно очевидный, поскольку благодаря Старлинку, через Discord, который, кстати, запрещен в России, ну, российские офицеры имели возможность в режиме реального времени корректировать наступательные действия. Вот. И да, Starlink помощь. Но самое главное, с помощью Старлинков сумели, приспособив их к беспилотникам, сумели найти то средство, которое довольно серьезно начало создавать проблемы в дальних тылах украинской армии.
То есть бить по логистике, по подвижному составу. И это многие отметили. Даже вот поражение вертолетов в Кировоградской области, ну, то есть со Starlink. Другие, правда, да, естественно, находятся те, кто рассказывает, что вот эта проблема существовала давно, но ее не замечали. Вот как только увидели, что Starlink может прилететь куда-нибудь в окно дома или офиса, ну, вот тогда зашились. Ну, как, так или иначе, но Федоров общий язык с Маском нашел и, собственно, создал россиянам проблему. Тем более, что с системой аналогичной Starlink рассвет, по-моему, у россиян планировали к 2027 году, там все буксует, как и у китайцев, как говорится, ни шатка, ни валка. И да, пока, несмотря на третий год войны, наличие достаточного количества денег, тем не менее, аналогов Старлинку у россиян нет. И в этой ситуации временные проблемы неизбежны. Да, это притормозит где-то боевые действия, наступательные действия, но кардинально это не станет такой палочкой-выручалочкой, которая там все геймчейнджером, которая перевернет все в пользу Украины, это точно. Ну, Неделя другая, но смотрите, получается, у нас какая история сейчас вырисовывается, что переговоры переговорами, а война войной. да, да. Насколько это выгодно Зеленскому, раз он к этому, ну давайте будем откровенны, он к этому, это он и обставляет эту историю. Сам обставляет своими заявлениями, своими интервью. Ведь там же какая мысль была? Вот это же тоже очень важно. Французскому телевидению интервью. Там все ухватились за количество потерь 55 тысяч. Ну, некоторые, ну, люди уже как бы у них шкура толстая, они уже, ну, понятно, что он еще скажет, да, 55 тысяч за 4 года. Но там был очень интересный другой момент. Зеленский там выдал такую тему, что а на него постоянно покушаются. Ну, видели тоже, наверное, этот момент. Говорит, постоянно на меня охота идет, покушаются, ну, типа, вот им дудки, ничего не получается. И ты вот сидишь и думаешь, и вот через день, да, это же понятно, там, операция, вы правильно отметили, что высочайший уровень профессионализма, то есть отследить его, в дом зайти, клетка, лифт, вот это все, как бы ликвидируется, или попытка ликвидации, да, команда дана высокопоставленного генерала, связанного структурно с переговорами и вообще, да. Выходит даже Редис, вот этот, которого вернули по экстракшену, и говорит, это он, этот Алексеев, обещал... Обещал, да, обещал и кинул. В да. Мариуполе, что будет нормальное отношение, когда сдавались в Азовстале, а оказалось, что не так. И, в общем, это ему месть и за это, и за то, и вообще он... Ну, понятное дело, он в Украине военный преступник, официально признанный. Тут без вопросов. Вопрос же во времени, да, и Зеленский четко это все ведет, ну, по этому пути. Иначе Предис бы, ну, не высовывался с такого рода комментариями. Это классический серый флаг. То есть это вроде как не мы, но нам это выгодно. И сейчас любой ход, получается, Кремля выгоден Зеленскому в геополитике. Естественно. А Кремль ничего не делает, понимаете? Ну, формула переговоры идут, война продолжается, Владимира Александровича вполне устраивает. Будем называть вещи своими именами. Так, И смотрите, европейцы может устраивать Россию, что, ну, да, генералы мрут, их подрывают, переговоры продолжаются, война идет. Ее устраивает, что война и идет, переговоры продолжаются, но когда выбивают такие ключевые фигуры, на которых очень много завязано, это никого устраивать не может в Москве, точно. И ну, калибр и масштаб фигуры. Поэтому это не тот случай, когда просто это возьмут и проглотят. Возвращаясь к интервью, ну, понятно, 55 тысяч, это надо полностью утратить связь с реальностью, это надо пребывать где-то в параллельном мире, чтобы не видеть. И элементарно, знаете, даже если мы возьмем о том, что 30 тысяч в месяц у нас призывают, итого это получается за годы войны более 2 миллионов. В армии у нас 1 миллион. Ну, 500 000 у нас бегает, СЗЧ. Вот. А куда делись 500 тысяч?
возникает вопрос. Поэтому, ну, вот эту цифру 55 тысяч, ну, как бы не в 10 раз помножить. Я не говорю там, понятно, что у россиян там рисуют цифры там 6 нулями, но это ж известно, там, чего супостата жалеть, там, как говорится. А Владимиру Александровичу не мешало бы просто приехать там в любой город, Днепр, там, Львов, зайти там участки, где захоронены военные, посмотреть. Да, да, даже в Киеве на вот, куда-нибудь на лесное кладбище или там в районе окружной большое, ну, и увидеть масштаб. Ну, какие 50 тысяч, 55 тысяч? Это, и другое, наконец, другое. Вот, что касается того, что вот он заявил в интервью. Ну, как по мне, это, опять же, пускай война идет, переговоры идут, но всех все устраивает. Не дразним Трампа. То есть, вот эта стратегия пересидеть Трампа, тянуть время, она, я думаю, будет. Это покушение, оно вполне ложится вот в эту стратегию. Мгм. А, Смотрите, по поводу, ну вот если мы перейдем к американцам, насколько этот расклад устраивает американцев? Давайте об американцах поговорим, потому что смотрите, что делают россияне. Они ведут дипломатию. Очень слабо освещенный был визит министра иностранных дел Швейцарии Кассиса в Киев. Он приехал, походил там с Сибигой, сделал какие-то, ну, такие, ну, миру мирские заявления, типа за мир во всем мире, да, вот это вот говорит, что вот мы сейчас здесь, его тоже поводили по разрушениям. А он сейчас не просто министр иностранных дел, он возглавляет ОБСЕ. ОБСЕ, мы помним, с 2014 года чем занималась? Ну, в общем, фиксировала нарушения во время столкновений на Донбассе. Ну, то есть ездили, так сказать, фиксировали. И вот он был в Киеве и отправляется в Москву к этому же Лаврову. Вот непосредственно кадры оттуда. Значит, что интересно, да? Кассис приехал к Лаврову и дарит ему такой специфический подарок. Музыкальная шкатулка. Она воспроизводит композицию Чайковского и напоминает как бы о том, что 15 января 1890 года в Петербурге на сцене Мариинки состоялась премьера балета «Спящая красавица», а это типа европейская сказка 17 века, и вот такой подарок символичный. И там такой диалог состоялся между ними, ну, плохо слышно, это все как бы снимали издалека. Значит, Кассис говорит, чтобы помнили, что Россия – это часть Европы. А Лавров ему как бы отвечает, ну, парирует, да, говорит, чтобы помнили, что Россия – это часть истории. И, в общем-то, подарил ему шкатулку, да, со изображением Кремля. То есть тот ему открытку музыкальную, да, а тот ему шкатулку с Кремлем. Вот обменялись такими подарками. Символизм очень, очень важен сейчас. Может быть, есть какой-то у Кремля расчет на нечто иное, поэтому они так резко не реагируют на, ну, такие достаточно серьезные уколы со стороны Зеленского и его партнеров. Вполне возможно, учитывая то, что те предложения, которые команда Трампа сделала в сфере, ведь и переговоры в Анколледже, ну, тут я согласен с Костем Бондаренко, это не столько об Украине и про Украину, сколько о более глобальных вещах. Возможно, как говорится, на кону стоит нечто большее, чем просто там 20% территории Украины. Возможно, вывод, ну, де-факто вывод российского сырья и продукции из-под санкций через использование вот этой донбасского офшора, через использование Фонда восстановления Украины, вывод части арестованных российских активов
из-под ареста использования в этом фонде. То есть, видимо, нечто большее, что пока сдерживает. Но у американской стороны понятно другое. У них часики тикают, осенью выборы, и Трампу нужен победный кейс. То есть, результат. Провал вот, на этом направлении явно не будет, не лучшим образом скажется на его позициях, тем более, что тренд на снижение рейтингов, несмотря на вот эту экстракшн Мадуро венесуэльский, он 38% это такой красная лампочка. А видно, что Трамп нервничает, конечно, по этому поводу. По Видно. поводу видно. Знаете, И вот сегодня такой... делает глупости. Сегодняшнее видео с Мишель и Бараком Обамой. Да, сегодня вот такой эпизод был. Значит, видео мы показывать не будем, да, вот, собственно, этот пост, значит, там приделаны головы к обезьянам, чета Обама с женой. Но потом, правда, эта шутка как-то не зашла, и вот буквально перед нашим эфиром, да, вот он удалил эту публикацию, и, в общем-то, все. Пошутил и хватит. Но на самом деле, с одной стороны, это может быть, кто-то, можно все что угодно сейчас сказать. СММщик там чего-то ошибся. Можно сказать, что там сам Трамп дорвался, а его немножко осекли. Ну, нельзя так, это у него взбалмошное такое настроение было. Но это же признак достаточно плохих дел, которые... Вот нервов. Естественно, нервишки играют. То он комику угрожает, который там по делу Эпштейна там немножечко прислонил судебным процессом. И в таких выражениях, знаете, когда все нормально, но не сходят для выяснения отношений с шутами. Сильные мира сего. То есть, нервишки у Трампа явно шалят. И да, с этой, конечно, это не самое лучшее. Понятно, что хор возмущения где-нибудь в Калифорнии, в Голливуде, там, на Уолл-стрит. То есть, там вот эта политкорректность в отношении расового вопроса соблюдается довольно строго. Она в университетской среде, да, осудит. Знаете, СММщик удалил, но осадочек остался. Да, возможно, в среде МАГА, American First, там как раз это зайдет. Но для большей части американского общества это храм. Это табуированная тема. Но, как говорится, полез за медом к неправильным пчелам, господин Трамп. Я знаю, кто поможет Трампу. Значит, у него был вчера четверг, а там же немножко сдвигается по часовым поясам. Короче, у него вчера был молитвенный завтрак, благотворительное мероприятие, и туда ручейками построились украинские политики и разные люди, депутаты, и даже Гордон там был. Говорит, в Вашингтоне на завтраке с Трампом и Бацман, фотографии красивые. Представляете, так вот посмотришь, правда там ведь лучше. Даже в Украине нет ни света, почему? ни тепла. Да, еще и баблишка не стряски из туземцев. Святое ж дело. То есть, это ж не 5 копеек стоит. И платят с удовольствием. Чтобы приобщиться. Другое дело, что, конечно, до следующего утра он не помнит, кто там был из подмандатной территории. Это вполне допускаю. Но нашим самое главное показать, засветить фоточку. Вот я с Трампом завтракал. Знаете, кардинал и галантерейщик – это сила. Помните, мушкетера? Наши галантерейщики... Многие говорят о том, что переговоры вот они сейчас такие, ровно потому, что Америка ничего не предпринимает в отношении, прежде всего, украинских элит. И я объясню, почему. Потому что сейчас это все действительно выглядит как некое шоу. И если мы представим, что изначально
все переговоры в Абу-Даби, первые, вот сейчас вторые, которые закончились, третьи, которые будут в Майами, это исключительно для проформы заранее, причем к ним так и относятся, чтобы Трампу было приятно, чтобы Трамп каждый раз выходил и говорил, мы там близки как никогда, мы так хорошо поговорили, у нас есть такие точки соприкосновения, но ничего же не происходит. Это очень удобная позиция, очень удобно. И Трамп доволен, и, в общем-то, все продолжается как есть. Проблема в том, что Америка никак не играет на политическом поле Украины. От слова совсем. Почему? Все очень просто. Ведь давайте вспомним, из Госдепа, из структур Совета национальной безопасности Трамп вычистил 1300 человек. Это те кадры, которые, в том числе те кадры, которые занимались Восточной Европой. И как бы там ни было, но вспомним тоже Викторию Нуланд, ну, как-то она была в теме, в украинской теме. То есть, она знала нюансы. Еще со времен своей молодости, когда она училась пить водку с советскими моряками на рыболовецком судне. Вот. И у Трампа довольно серьезные кадровые проблемы. То есть, для того, чтобы здесь активничать, ну, надо быть, понимать среду. И поговаривают, что материалы есть. Но почему тормозиться? Почему тормозиться? Ну, ведь предъявление очень серьезных обвинений украинскому политическому руководству, ну, к чему? А как ты потом с ними будешь о чем-то договариваться, если это люди, которым... Зачем с ними о чем-то договариваться? Нет, ну... Нет, давайте не так. Хорошо, я не так поставлю вопрос. Не то, что зачем с ними договариваться. Ведь Трамп продемонстрировал, он же показал. Он позвонил Путину, на тебе перемирие энергетическое. Вот потому что я позвонил, Путин согласился, попытался Зеленский разыграть эту историю политически, там у россиян 4 дня в неделю там, или 3 дня в неделю. А вышел Трамп, говорит, да нет, говорит, Путин сдержал слово. То есть перемирие даже вот это, сейчас потом начали гасить, вы же видели эти пожары, что тем не менее били по подстанциям, били еще вот по этому, по тому. Но он конкретно договаривался о Киеве, Киевской области. Киев, Киевская область в эту неделю не атакована была. Ну, то есть, Да. понимаете, то есть, все. Да. Зачем Зеленский? Зеленский, ну, он лишний в этой игре. Вполне вероятно, может Путин и Трамп вообще войну закончить в Украине. Но вопрос о Зеленском, который как бы мешает это сделать. Но ничего американцы не предпринимают, ни на кого не ставят, ни с кем условно не торгуются, никого, собственно, не приближают. Венского сговора ни с кем нет, Андрей Владимирович. Нет Порошенко, Пока. Кличко. Это пока. Вот. Мне кажется, что этот момент еще не дозрел. Ну вот посмотрим, учитывая то, сколько депутатов Верховной Рады открывало сессию и было при выступлении Рютте. Ну, Это позорище вообще. да. По сути, это кончина монобольшинства, и только вопрос, когда это все оформится. И явно Давиду Георгиевичу Арахами, то есть то, что он вычистил Юлию Владимировну с поляной, не помогло. То есть трещит по швам. Трещат по швам остатки монобольшинства. И вот я все-таки полагаю, что в ближайшие недели нас ждут какие-то внутриполитические события, как-то оформить этот дворцовый переворот, то надо будет. По Вот. поводу оформления... И, возможно, да, вот, возможно, этим объясняется то, что пока не предпринимается каких-то активных, не с руки Соединенным Штатам сейчас здесь создавать ситуацию внутриполитической турбулентности. То есть... По поводу, смотрите, внутриполитической турбулентности, украинцы это такой народ, политические украинцы, кому как не вам знать, они сами себе создадут турбулентность вот так на раз-два. Значит, сегодня сенсация дня, анонсировано было вчера, Ткач из «Украинской правды» нашел Ермака. Значит, вот эти кадры, это просто что-то. Доброго дня, пан Єрмак. Михайло Ткач, «Українська правда». То есть бежит, смотрите, это в ускорке, там не так немножко, но тем не менее, вот он бежит, торопится. Михаил Ткач, Ермак, доброго дня. А Ермак, вот он, смотрите, степенно кладет сумочку для тренировок в багажник, с ним охрана, кортежик. Пан Єрмак, можна одне питання вам поставити?
и стоит, понимаете? То есть он даже не пытается, Ну, он даже не пытается приблизиться, Андрей Владимирович. Он, смотрите, он так такой... в чем вот заголовок был: расследование журналиста Михаила Ткача. Где расследование? Что это? Все расследование? Ну, явно мальчик Миша в детстве мечтал быть следователем, но получается у него как-то на букву Х, но это нехорошо. Как-то по-другому звучит. Вот, Но там, смотрите, ну дальше вообще интереснее. Ну, то есть, вот он стоит, обиженный Миша, так сказать, к ним никто даже слова ему не обронил. И, ну, потом уезжает. Красиво скрипит снег под шинами дорогого Мерседеса. И он пробирается, Доброго так вечера. сказать, внутрь. Михаил Ткач. Значит, представляется, там уже никого нет, понятно, но там есть остатки торжества. Короче, это, ну, принято считать, что это спортзал, а на самом деле у него там это баня элементарная, то есть, ну, баня. Там стоит поляна, и очень интересные фильмы, да, «Проснись и пой», джентльмены удачи. «Джентльмены удачи», песенка «Проснись и пой». Ну, то есть, нормально, только что посидели, погудели, он посмотрел, понюхал, так сказать, остатки того, что на столе вот здесь. Ну, вот, в принципе, вот такое расследование. Ну, немножко информации он добавил о том, что, значит, Зеленский встречается с Ермаком по госдачам, к нему приезжали там разные руководители, в том числе он сам, Ермак, приезжал домой к Умерову. Умеров это не отрицает, говорит, да, ко мне домой приезжал Ермак. А чего мы сели, ну, наверное, что там по 50, поговорили о жизни, о событиях в стране, ну, вот как-то так. К чему нас подталкивает, к какому выводу, абсолютно же очевидному, подталкивает Ткач и «Украинская правда»? Ермак жив, Ермак вечно будет жить. Знаете, ну, то, что он напоминает о том, что президент Владимир Зеленский работал в офисе Андрея Борисовича, президента. Ну, реанимирует просто эту тему. Может быть, этот шаман Вуду из Луизианы, там, которого завезли, там, обитает там, в районе Конча-Заспы, это, как это, Бакор, вот, причаровал Владимир Александрович, вот, и не позволяет разорвать эти узы, но я не думаю, все-таки, учитывая то, что закон украинской политики потеря формальной должности, как правило, влечет и потерю очень многих связей и влияний. Вот это происходит, неизменно происходило. Каким бы ты, ну, даже если тебя переместили, ну, там, по горизонтали, тем не менее, потеря статусной должности, она тут же сказывается на твоем влиянии. Поэтому, ну, явно вот цель вот, Михаила Ткача показать в том, что Ермак по-прежнему на что-то влияет, но получилось так себе, как на мой взгляд. Ну, а то, что персонажи с Банковой в быту говорят на русском языке и смотрят те фильмы, которые нажимают на пульте кнопочку тех фильмов, а другой рукой эти фильмы запрещают. Ну, так сегодня у нас Госкино запретило и «Терминал» Стивена Спилберга. Вот, поскольку там российский актер Николаев играл. Ну, идиотики, ну, что тут сказать. Ну, Спилберг, который пожертвовал Украине $1 миллион, наверное, ему с пониманием воспримет эту новость из Украины. Ну, понимаете, тут еще один нюанс, и он очень важен, и он хорошо перекликается с началом нашего разговора по поводу попытки ликвидации генерала. Многие же удивились, и правда, говорят, елки-палки, смотрите, такой человек, то есть второй разведчик, ну, по статусу, второй разведчик России, значит, живет в каком-то там этом шоссе, да, Волоколамском, этом, в какой-то панельке, там вообще... Не, ну, это там не панелька, но такой человейник. Человейник, да, смотрите, и там в этом человейнике, его там на лестничной клетке, его там подстерегают, с одной стороны, да. С другой стороны, мы видим Ермака, который уже как бы не при должности, но у него кортеж охраны. Мерседес С-класса. Ну, Мерседес С-класса. Ну, назвать сумму, сколько стоит. Ну, наверняка бронированные. Это уже хорошо так по 300 тысяч бакинских, не менее. Вот, но с другой стороны,
Это с одной стороны. А с другой стороны, тут же такой еще есть нюанс. Ермак же очень много знает. Ну, Ермак, понятно, что там Алексеев знает больше. Ну, он потому что обо всем. Но я так полагаю, что по украинским меркам Ермак очень много знает. Ермак принимал конкретные решения. Подводил, подталкивал, конечно, через Зеленского, но конкретным решением. И по Курской Да. области много есть вопросов такого, чисто Конечно. профессионального Да. толка. Кадровая политика. Его может- 14 из 17 министров его протеже. Его может разыскать в каком-то сарае, более туда пройти. То есть там можно вообще легко все помазать новичком, понимаете? Какой-то Михаил Ткач. Ровно точно так же, как какой-то Михаил Ткач легко находит Миндичей. А сегодня еще сообщили, что Миндич не все сказал, он хочет дать интервью Ткачу. То есть у нас получается какой-то очень, очень странная какая-то война. То есть на самом деле там уровень безопасности у Ермака, он же никакой. Но все делают упорный вид, что он никому не интересен. Как бы был и был, ничего страшного. Баканов был и был, ничего Да. страшного. Резников где? правда. Так у нас война, простите, пожалуйста, или вот это вот... И на этом фоне президент может рассказывать про множество покушений. Да. Создает такое впечатление, что у нас президент тот самый неуловимый Джо из бородатого анекдота. Тот ковбой неуловимый Джо, который никому нафиг не нужен. То есть, почему? По-моему, иногда создается впечатление, что, глядя на некоторые действия, что Кремль Владимир Александрович вполне устраивает, поскольку, то, что один не сможет, другой да поможет. Как в народе говорят на некоторые вещи. Поэтому вопрос безопасности. Но я скажу, что и Миша Ткач это тоже не просто журналист. Судя по его некоторым предыдущим расследованиям, он работает в связке. То есть с органами. Там, тем более обеспечивать там иногда такое ощущение, что некоторые кадры это сделано наружным наблюдением, профессиональным, тихорями. Поэтому то, что он туда забежал, явно, как говорится, это ему не анонимы, это не в результате того, что он там следил за кортежем Ермака. Навели. Еще одна очень важная вещь, и я, кстати, это отмечал уже сегодня в каких-то из своих эфирах, а это прям видно. Это прям заметно стало. И давайте тоже об этом поговорим. Сегодня Зеленский проводил очередной селектор. Значит, у него теперь каждый день селектор, он всем раздает задания, великий руководитель. Тут уже как бы не выделывался, оно там и утро было, поэтому, в общем, свет выключать не надо было. Вот компьютер, вот там всех включил, всех послушал и высказал очень интересную мысль, да, в финале своего сообщения об этом селекторе. Говорит, что считаю неудовлетворительной работу ПВО в части регионов Украины. Обсуждали с командованием воздушных сил и министром обороны Украины, это Федоров, я напомню, кто может перепутать со Шмыгалем, какие решения должны быть немедленно имплементированы для того, чтобы эффективность была и чтобы шахеды сбивали как бы на раз. Параллельно с этим всем уже, похоже, немножко плевать на людей. Уходит из повестки дня вот эта тяжелая ситуация. Сегодня публикует «Экономическая правда» вот эту карту Киева. Это карта, где около 2 месяцев нет тепла на левом берегу. И не будет до конца зимы. И не будет до конца зимы. Вот, пожалуйста, это столица, Киев. Потужно. Что тут скажешь? Причем приходят новости, одна краше другой. Только все, в общем-то, плюс-минус отошли, да, плюс-минус отошли от смерти, пережившей Холокост, как сегодня в Киевской области от холода и голода умирает культовый
украинский фильм был снят «Пропала грамота». Павел Лойко, это оператор этого фильма. Ему было 82 года. Об этом соседка Светлана Поклад, вдова известного композитора, сообщает. Умер, пишет она, она там сборы собирает, вот ее там пост этот большущий, сборы собирает. Он умер от холода и голода. Вдова рассказала, что 2 недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало. Боюсь даже представить, сколько еще таких трагедий будет в стране, пишет она. Пишет и отмечает, что этот 82-летний оператор культового фильма, они жили вообще обособленно, только вдвоем, старенькие уже. И, в общем, сразу выбегает киевская городадминистрация, говорит, нет. Не. Областная военно-гражданская администрация. Областная военно-гражданская. Да, Говорит, да. нет, он умер не Нет. от холода. Это Киевская область, это ж не Киев, да. Не от холода, у него проблемы с сердцем, а эту бедную вдову мы записали, на учет поставили как одинокую старушку, будем ее там приглядывать. У них был свет по графику, дом на печном отоплении, поэтому, в общем, не нагоняйте жути. Опять, короче, опровергли смерть из-за зимы. Но старики мрут, как мухи. Да. Если бы если бы там была не на Подоле какая-то женщина, пережившая Холокост, ее все знали, а если бы здесь не был такой культовый оператор, и там вообще... Конечно. Ну, кто бы обратил внимание? Кто обратил внимание? Ну, это вот маркер отношения к людям. То есть, и у нас же масса тех, кто там бегает, воюет с памятниками, там сбивает таблички с улиц, но о людях благополучно, то есть люди остаются за кадром. Еще, говорится, это ж на фоне того, что сделали с пенсионерами временно перемещенных лиц, то, что ввели верификацию, это тоже огромный привет. То есть, если ты не можешь явиться, то есть, многие не получили пенсии из ВПО, те, кто не прошел верификацию. Так плюс еще и через пенсионный фонд, там с подачи одной, по-моему, Жолнович, народный депутат, которая работала министром соцполитики, ввели еще соцвыплаты через пенсионный фонд. Теперь там такие километровые очереди, учитывая то, какая сейчас погода, там несколько дней в очереди стоять. Знаете, тут никаких ракет не надо, они все сами сделают. То есть, до этого же система худо-бедно работала, но надо было сделать так, чтобы ухудшить, чтобы доводить людей до ишемической болезни сердца. Понятно другое, потому что это формальная причина, как и с вот этой 88-летней старушкой, пережившей Холокост. Но причина, то есть переохлаждение, ведет как раз, сводит гипертоников в могилу, сводит в могилу тех, у кого ишемическая болезнь сердца. Каковы были там жилищные условия у этого бывшего оператора, тут трудно сказать. Понятно, по-чиновничьи отгавкиваются так, что мы, как говорится, не виноват, а я. Вот типичный такой подход. Что? Понимаете, просто старики... Да. Вот у нас же какое отношение, да? Государства, да? Вот почем его... У нас прикладной социал-дарвинизм государства. Почем меряется вообще отношение государства к гражданину? Да? Плюс еще во время войны это тоже очень серьезно обостряется. Это отношение к старикам и детям. К старикам и детям. Сегодня такое ощущение, что это, знаете, какой-то армянский комсомол. Вчера распространили о том, что на повестке дня у депутатов Гражданский кодекс, и с 14 лет в случае беременности можно девочкам замуж выходить. Сегодня героически Стефанчук грудью стал, амбразуру закрыл, говорит, нет, мы убрали этот пункт, а потому что все реально переполошились. Подождите, какие нахрен 14 лет? У меня тут, я попросил оставить вам вопросы в чате, люди пишут, скажите, пожалуйста, а если я возьму замуж 14-летнюю девочку, могу я над ней опеку оформить, как муж? То есть, абсолютно идет маразм, понимаете, на уровне официальном. Но, тем не менее, это было там. Но это вроде как героически убрали. Вот вам отношение к детям, вот вам отношение к старикам. И можно еще ввести многоженство, учитывая убыль мужского населения в результате войны и вынужденной эмиграции. То есть,
И мы же не знаем, сколько осталось украинцев. Ну, точно уже даже не 30 миллионов. Но это в свете такой парагвайский вариант. Ну, ведь в Парагвае после... Там тоже был такой упоротый диктатор Лопес, президент Парагвая, который тоже вел войну до победного, в результате которого 90% мужского населения было выкашено. И потом, чтобы уже после поражения этой войне, Парагвай до сих пор выхаркивает эту войну, но там ввели многоженство, чтобы немножечко улучшить демографический баланс. Но у нас, видимо, тоже, исходя из этих соображений, кому-то в чью-то гениальную голову пришла такая идея. Ну, так возьмите там из 10 лет, ну, как говорится, лиха беда начала. Вот. Ну, это же гораздо проще. Это ж клацнул там на компьютере в комитете Верховной Рады и понеслась. Ну, и тем более у нас всегда ж похайпывать рады. Ой, господи. Давайте завершим каким-то... Я понимаю, что очень, очень мало... Очень мало Меня у нас... всю неделю доставали этим делом Эпштейна. То есть, как оно там может быть иметь там выхлоп в Украине. Там. Я думаю, из этих 3 миллионов файлов давным-давно все изъято. Понятно, тут надо не списком Эпштейна. Да, он занимался таким, талантливый человек, даже вот в грехе, но занимался одновременно и сводничеством, и бизнес-сводничеством. Понятно, что когда человек раскрывается иногда в таких неприглядных вещах в своем грехопадении, он более склонен к доверительным отношениям, к инсайдерской, допустим, делиться инсайдерской информацией, как Питер Мендельсон, которого требует сейчас лишить мандата и, как говорится, отдать под суд бывший посол Британии в Соединенных Штатах. Вот, там смех и грех. Вот, но у нас же никто вот, на этом фоне поинтересовался, что у нас происходит там за дверями детских домов. Там, может быть, тоже... Языки говорят, что иногда происходят ужасные вещи, но никому до этого дела нет. То есть всех интересует, там, как дело Эпштейна, там, сколько раз там вспоминается Порошенко, сколько раз вспоминается Зеленский. Но... Ну, а сейчас новая шутка, там всех в интернете спрашивают, а сколько раз там вы упоминаетесь? Да, фигурировали. Но там у Эпштейна вспоминается и Наполеон, и Черчилль многократно, то есть и там другие деятели прошлого. Ну, и что из этого? Тут другое, понимаете, я хотел завершить на таком... Понятно, что сегодня много этих всех ТЦКшных историй ужасных, люди отстреливаются, Левовянка открывает огонь из травмата. Каждый день, это вчера, сегодня там поножовщина. Вот каждый день прям вот с оружием люди отбиваются от ТЦК. Все делают вид, что эту проблему не замечают, но чем занят Зеленский, например, да? А Зеленский сегодня уникальный повод возрадоваться есть. Представляете, какой? Значит, 30 лет ото дня, когда государственный флаг Украины подняли на антарктической станции «Академик Вернадский», несмотря на войну. Наоборот, даже во время войны развиваем украинскую науку, говорит Зеленский. Очень важно для нас. Есть кем гордиться. И они онлайн там пообщались. Спасибо воинам за службу, нашим научным работникам спасибо за то, что они есть. Дикий цветет и пахнет в этом видео просто. Пингвиновед. И так прям интересно у них. И понимаете, и наука есть, и вот это все. Нет, понятно, что нужны какие-то пандочки. Это у нас в новостейных отделах. Я думаю, Зеленский бы поднял настроение, если бы он запретил Дикому комментировать что-либо связанное с войной, мобилизацией. Пусть комментирует пингвинов, пусть комментирует антарктические ледники, но заткнется по Украине. Ну, по-моему, за 30 миллионов долларов, которые выделили ему на его антарктический центр, по-моему, подрабатывать в качестве говорящей головы – это такое себе занятие. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, мы на канале Шелест проводим этот опрос, и тоже параллельно идет стрим на
канале, ну, в общем, на другом канале мне тоже присылают здесь результаты. В общем, итоги такие. Значит, кто срывает переговоры в контексте покушения на генерала Алексеева на следующий день после Абу-Даби? 3% какая-то российская сторона. Мгм. Но видите, как есть такой вариант, что какая-то российская сторона. Потому что в России не все за то, чтобы закончить войну и за вот это вот, скажем так, за дружбу с Америкой, к которой как бы все идет, да, перепона Украины. 32% какая-то украинская сила. Мгм. 32% этих сил много. Коллаборация тут достаточно многих со многими. Ну, 34% это какая-то британская европейская сила. Как прокомментируете Это результаты опроса? как-то поровну, да, но, по-моему, как я и говорил о том, что кто бы что там ни заявлял, как бы не интерпретировал это, все равно это приклеится к Украине. И то, что треть от опрошенных указывает на Киев, по-моему, обо всем говорит. Ну и понятно, дальше, ну, кому выгодно. Ну, понятно, кому выгодно. Англичанке, европейцам, ну, то есть тем, кто хочет продолжения этой войны, то есть еще на какой-то определенный срок, на год, на два, то есть которые хотят пересидеть Трампа, выиграть время и сохранить, скажем, свои позиции. Вот. Ну и, естественно, то, что многие понимают, и всего результат какой-то совместной деятельности, ибо, допустим, понятно, в ситуации, когда покушаются на вторую в иерархии фигуру, ну, это на низовом уровне такие решения не принимаются. И понятно, что такая операция требует очень серьезной подготовки. Не случайными людьми, это точно. Поэтому, судя по всему, все-таки это я склонен так считать, что это результат какой-то коллаборации. Ну, это не выпадает из того ряда покушений, которые мы наблюдали. Тут все-таки фигура, во-первых, генерал-лейтенант, но на генерала уже покушались, и не раз. Во-вторых, все-таки ГУР – это достаточно закрытая структура. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, ну, что прецеденты, когда злоумышленники проникали в дома, где компактно живут офицеры ГУР, они были. Там по воздуховоду квартирные воры, ну это квартирные воры. Вот, то есть тут вот такого рода покушений я не припомню. Да, друзья, будем сейчас переходить к вашим вопросам, но как бы по этому самому, да, по служебному положению. Вопрос первый от меня. Ну, это прям очень интересно. Вот то, что сейчас как бы представляют, причем такие проофисные, прикормленные телеграм-каналы, миллионники, нам описывают очень интересную ситуацию. Значит, причем это так, это в последнее время появляется, да, но в основном как бы стараются новости какие-то, а тут вот прям мнение получается одного из ресурсов. Есть информация, что в офисе президента рассматривают замену спикера Верховной Рады Стефанчука на Арахамию. Причина – большая формализация статуса Арахамии для ведения дальнейших переговоров с россиянами, которые заявляют, что переговоры нужно вести с главой парламента, а не с Зеленским. Арахамия и в начале войны, мол, был, и сейчас является членом переговорной группы Украины, и имеет свои контакты с российской стороной, отмечает этот большой телеграм-канал. С точки зрения политтехнолога, как вы относитесь к это таким? из той серии, когда если ты чему-то не можешь воспрепятствовать, то надо это возглавить. То есть показать, что это едва ли не как инициативу. Ну, по-моему, о том, что к этому все может двинуться, мы говорили еще в декабре. Так же? Да. Так. Вот, ну, к этому все и идет. Поэтому и я сейчас говорю о том, что мы на пороге большого политического шухера. Вот. Ну и как раз рокировка, когда Коновалова уберут и на его место посадят Давида Георгиевича, она
по-моему, тут не хочу даже выступать, к этому идет. Другой вопрос, конечно, ну, как человек с американским паспортом в тумбочке. Вот, поизучайте биографию Давида Георгиевича. Диджей Ну, Браун. Остап Бендер. А Давид Браун, да, вот говорят, с камера, ну, с камингом занимался, там, на чем его в Штатах хлопнули, ну, а дальше просто сюжет политического триллера, его восхождение к политическим высотам. Ну, судя по всему, он такой реинкарнация Остапа Бендера в украинской политике. Это точно. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что их оставляете. Начнем, пожалуй, с сообщества. YouTube, там анонс нашей встречи, и, соответственно, там можно оставить свой вопрос во время эфира, заранее немножко. Поехали. Алексей, какой ваш демографический прогноз для Украины на ближайшие 50 лет? Изменится ли национальный состав на более южный? И как к этому отнесутся патриоты Стерненко и Притула? Не, ну, Стерненко и Притула благополучно будут где-то обитать где-нибудь уже на Канадийщине или на Лондонщине. То есть, ну, как и все наши. Ведь давайте посмотрим, где запасные аэродромы у наших власть придержащих, ну, и их обслуживающих подпанков. Ну, за бугром. В комфортной, сытой и безопасной Европе, Канаде, в Соединенных Штатах, где вот глава нашего Совета национальной безопасности отоборился. Ну, в солнечной Флориде. Ну, вот, понятно, где они будут. А остальным, как говорится, рот заткнул. Будут молчать в дудочку. А то, что придется завозить рабочую силу, и, судя по всему, далеко не самых благополучных стран, это совершенно очевидный факт. Сюда филиппинцы сюда не поедут. Сюда не поедут те же тайцы. Ну, прекрасно они в Штаты, тем более английский знают гораздо лучше украинцев. В те же Штаты, в тот же Израиль, где и платят больше. Ну, а сюда повезут бангладешцев, которые готовы вкалывать за 300-400 баксов в месяц на черновой работе. Вот так будут выравнивать демографический баланс. Но то, что мы в яме, в глубочайшей демографической яме, по-моему, даже ведущий демограф Украины Элла Либанова об этом прямо говорила. То есть, это не то, что там Золотарев выдумал, высосал из пальца. Ну, и факт остается фактом то, что 25 лет в стране не проводится перепись населения. Как вы думаете, почему? Что денег нет? Нет. Вот. А это важнейший показатель для планирования экономической и социальной политики. Ну, наверное, потому что итоги этой переписи могут оказаться политическим приговором тому курсу, по которому ввели страну власть придержащие, которые, ну, вся их логика, ну, жизненная кредо заключается в том, что нацарювати та втекти. Посмотрите, где сейчас наш самокатчик, экс-премьер. Так а что, он много нацаревал, вы считаете? В Лондоне оружием торгует. Ага. Не бедный человек, значит. Это, Да. это сейчас надо. Ну, так спасибо, но птенцам гнезда Сарасова. Нацаревал это втекло. Угу. Значит, сейчас взрывы в Запорожье. Ну, шоу мозгово. Да, ну, в общем, все как бы по кругу, кони бегали по кругу, да. Значит, продолжаем. Ну, задавали же на вопрос, или у меня на прямом эфире задавали вопрос по Запорожью, уезжает. Да, Запорожье до сих пор живет и работает, ну, как бы город не парализован, но вот эти погибшие студенты на прошлой неделе, вот эта молодая пара, парень и девушка, они возвращались из кинотеатра. Да, кино показывают, но ты, выходя из дома, не всегда уверен в том, что ты вернешься живым домой. То есть, когда город оказывается на дистанции огня ствольной артиллерии, плюс FPV-дроны, ну, херсонцы могут рассказать, как там хорошо живется. Так, значит, продолжим. Вот такой вопрос от Оксаны. Только за январь золотовалютные резервы России прибавили 78 миллиардов долларов. Всего 833. Как долго еще будут рассказывать, что деньги у России вот-вот закончатся? Ну, сколько бы там ни прибавилось,
найдутся те, кто будет рассказывать о том, что у агрессора экономика вот-вот трещит уже по швам, вот-вот деньги кончатся. Но, как говорится, если такие голоса зажигают, значит, это кому-то нужно. Значит, это кем-то уже оплачено. То есть, поэтому найдут, естественно, какие-то узкие места. В любой экономике можно найти, скажем, там какие-то точки неблагополучия. Естественно, ну а дальше выстроить там целую, как говорится, логическую цепочку, почему вот-вот, ну, я не раз приводил то, что золотовалютные резервы там хорошо за 700 миллиардов, но сравните с тем, что у нас началось проедание, ну, пытаются спасти валютный курс, поскольку гривна начала проседать. Частично это удается, но это проедание золотовалютных резервов, которых там в 12 раз меньше, по факту. Мгм. Значит, вот такой вопрос. Андрей, судя по словам отдельных экспертов, Россия будет двигаться к захвату левобережья. Скажите, насколько это реально и какие условия для этого необходимы? Благодарю, Александр, всем добра. Ну, это будет реально только в случае обвала фронта. Ну, пока фронт держится, несмотря трещит, да, прогибается, но держится. Или если тут начнутся какая-то внутриполитическая, как мы говорили, турбулентность, то есть ведь возможный расчет Кремля на то, что условия мира, когда там 20% территории Украины достается России, 80% остается под амофором Запада, могут вызвать, естественно, смуту в украинском обществе, когда предъявят и Зеленскому счет за проигранную войну, за потерянные жизни, убитую экономику, уничтоженную энергосистему. Естественно, это может привести к каким-то бурным политическим событиям. Вот тогда будет действительно оптимальный момент для того, чтобы повод всегда может найтись. И да, вот за славянско-краматорской агломерацией, да, выход на оперативный простор. А там иди хоть на Днепр, хоть на Полтаву. Но некоторые вот спрашивают: Одесса, Николаев, Херсон. Но пока это такой, скорее, гипотетический сценарий. Да, там российские эксперты, там, вот, вроде Артамонова, могут фантазировать, но пока такие Ну, сценарии... подождите, Да. стойте, фантазии фантазиями, но источники же сообщали о том, что Украина требует гарантии, что Россия не пойдет на Одессу. Ну, логично. Ну, то есть это означает, что эта опция как бы есть. Ну, помнят же о карте, да, опция есть, помнят о карте в кабинете у Герасимова, но для того, чтобы эту опцию реализовать, должны сложиться условия. Морской десант, ну, учитывая то, как заминировано побережье, учитывая, сколько выбито больших десантных кораблей у Черноморского флота, там не только, ведь накануне войны стянули из Балтийского, Северного, по-моему, флота, что-то пришло, тот же Ольшанский. Вот. А для десантной операции нужны БДК. Я не хочу, смотрите, ну, тем более там, да, мы не военные там эксперты, и тут не военный стрим, но я исключительно в формате критического мышления просто сейчас рассуждаю. Нам и Зеленский рассказывал, помните, про эту дельту систему, про карты, как рисуют, что это все вранье. У нас до сих пор Мирноград, Димитров, он Мирноград, до сих пор воюют за него. И в Покровске никто, в общем, не потерял Покровск. Почему? Потому что характер войны совершенно другой. Условных там 3 калеки, 2 чумы по меркам вообще такой войны. Ну, то есть 5 человек, 10 человек там прям могут вам окрасить достаточно большое количество карты. И вот Курская же операция тоже там начиналась с того, что там, ну, очень минимально заходили, просто они расчистили какой-то коридор, да, и потом уже пошли какие-то основные силы. Поэтому, извините, может, и не нужны уже большие десантные корабли? Ну, а по суше, извините, сначала надо форсировать Днепр, а с форсированием водных преград ни у российской, ни у украинской армии в эту войну как-то все складывается неубедительно, плохо. А потом еще сколько там сот километров до Одессы, вот довольно большое расстояние. Вот да, если обложит Запорожье, это да, создает угрозу для юга, это реально. Но пока, учитывая там средний темп продвижения в этой войне, до этого еще очень далеко.
Это раз. Возможно, ну, ряд экспертов говорит, что летом у ЗСУ может возникнуть кризис. Ну, во-первых, мобилизационное напряжение, уменьшение поставок вооружения, там, проблемы с финансированием, то есть усталость от войны, все это может сложиться, ну, негативным образом сказаться на боеспособности. Ну, тогда, да, возможно, какие-то, но точно это не завтрашняя перспектива. Так, Александра спрашивает. Позвольте вам задать вопрос. Андрей, вы неоднократно утверждали, что Украина не являлась угрозой для России. Мне не хочется вдаваться в детали, там про базы в Очакове, биолаборатории, однако как можно забыть, что 4 сентября 2020 года 3 американских бомбардировщика Б-52 проводили учения, направленные на атаку с использованием ядерного оружия по целям в России со стороны Харькова. Разве вы не видите в этом угрозу для национальной безопасности страны, граждан и тоже как бы семьи, дети, лидер, который призван защищать в первую очередь своих? Это, мол, аксиома для всех глав государств в мире. Нет, ну, имитировали, но это ж, знаете, надо различать, что НАТО теперь находится там на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга. И вот база, ключевых баз Северного флота, тот же Североморск. Сколько там вот западной лица, возьмите линейку и посмотрите. Но это ж не стало поводом для войны с НАТО. Объявление войны там той же Финляндии. Вот, поэтому военный потенциал. Да, то есть далеко не самые умные представители нашего политикума да, дразнили, дергали, как говорится, тигра за усы, но там, не выполняли то, о чем договаривались. Да, это, естественно, не украшает украинский политикум, но прямой военной угрозы России, непосредственной угрозы не было. Равно как и разговор о том, что вот если бы российские войска не пошли, не вторглись на территорию Украины 24 февраля 2022 года, то Украина обязательно бы напала на Донбасс. Но какого-то кулака для концентрации войск, необходимых для такого рода операций, на Донбассе не наблюдалось. Смотрите, тут еще есть такая как бы вещь. Это исключительно на уровне догадок, стратегирования и всего остального. Смотрите, а что разминировали Чонгар? Вот смотрите, порошенковцы с этим носятся. Этого Баканова там и так, и сяк там подставляют. Но давайте еще раз. Разминировали Чонгар с украинской стороны. Да. Никто не понес ответственности. Никто не, собственно, эту тему, как бы она есть, эта тема. Да, это уже стало таким общим моментом Чонгар. Нет, подождите, это не общий момент, я закончу мысль. Смотрите. Север Киевской области. Никто, я не про север, я именно про Чонгар. Все вспоминают об этом, и потом сразу раз и в кусты, понимаете? А может, Украина хотела рвануть и ломануть на Крым? Ну, тогда должны быть подтянуты войска. А так, получается, бригада там в Олешках был полигон, 80 километров, и по пути к Чонгару ее накрывают российские штурмовики. Ну, согласитесь, с точки зрения подготовки, это разминируют уже непосредственно перед началом атаки. То есть не делают это загодя там, за неделю, за две. Да, там строился вот этот терминал на деньги Сакара. Верещук радостно докладывал о том, что там будет современный вот этот центр. Ну, возможно, под это. Вот. Но фактически, смотрите, и север Киевской области, который можно было там не так много. Там лесные дороги, лес, лесисто-болотистая местность. Элементарно перекрыть. Но почему-то этого не было сделано. Равно как почему-то не были... Вот, сегодня ругали ПВО. Но первые дни войны у нас выбили половину установок ПВО. То есть не были изменены места дислокации. Это позволило ракетно-бомбовыми ударами выбить значительную часть украинской ПВО. Очень много вопросов по первым дням войны. По сути, и та же Запорожская АЭС. Вот президент говорит, что без боя не отдадим. Так ее уже отдали без боя в 22 году. Что там, рота солдат-срочников там отбивалась с легким стрелковым вооружением. Ну, что она могла сделать?
равно как срочники на Гостомельском аэродроме. А бригада, которая охраняла, она была отправлена в Луганскую область. Да. Так, следующий вопрос. Александр задает. Если я правильно понимаю, то общественный договор между государством и гражданином подразумевает, что государство имеет монопольное право на насилие в обмен на то, что оно предоставляет гражданам различные социальные блага. Вопрос. Что делать гражданам, если государство не способно обеспечить гражданам их права, но при этом максимально использует свою монополию на насилие? Да. Вот, ну, к сожалению, вот, тот общественный договор, который сложился после 91 года в Украине, элита использует власть как средство зарабатывания и приумножения капиталов, как средство прихватизации некогда общенародной собственности. В обмен на это закрывает глаза на то, что люди, ну, нет персональной уплаты налогов, как в европейских странах, в том, что оставляет какую-то толику социальных гарантий, доставшихся от УССР, вот, дает возможность приватизировать жилье людям. И вот как-то вы сами по себе, то есть и ну, выживайте как хотите. А сейчас все, этот общественный договор разорван в клочья. Оказывается, люди должны еще платить налог кровью, а государство ну, практически уже ничего не должно. Ни медицины, ни образования. Вот 15 тысяч, ну, заметили, насколько сокращают набор в вузы на будущий год? Ну, замечательный подход. Но не понимают очень простой вещи. Если государство на каждом шагу демонстрирует, что оно никому ничего не должно, то и люди придут к выводу, что и люди ничего не должны такому государству. А в условиях, когда у нас не работает ни суд, ни правоохранительная система нормально, ну, происходят такие вещи, как в Черкассах. Вот когда этот бывший атошник, участник войны, расстрелял 4 полицейских. И его побратимы вышли к обладминистрации, вполне там, не отрицая, что он таки поджег эту машину депутата. Audi Q7, что вот, ну, начинается анархия, знаете, вот то, что в истории было как период руины, когда каждый начинает по своему, потому как он видит справедливость, вершить суд и расправу. И прав тот, у кого, как говорится, больше людей за ним, у кого больше оружия на руках. Это такой трагический для государства сценарий. Но, к сожалению, мы с неизменным упрямством движемся. А прийти, честно сказать, что стоит вопрос, по сути, переоснования государства и принятия, ну, переучреждения нового общественного договора, ну, не до этого. Проще, конечно, как говорится, разгонять истерию, там, деколонизация, дерусификация, под сурдинку шарить по карманам у посполитых. Что и делается. Так, от Петра вопрос. Он задает его. Андрей Владимирович, наблюдая за деятельностью Виткофа, приходишь к мысли, а не пора ли в Госдепе ввести новую должность? Госпереговорщик. Кстати, вот с Госдепом у Виткофа довольно сложное отношение. Это в любой системе. Если человек такой вольный стрелок с особыми отношениями, с доступами в кабинет к первому лицу, то люди, облеченные статусом, должностями, естественно, деятельность которых довольно жестко регламентируется, естественно, смотрят с нескрываемой завистью, и эти отношения очень быстро приобретают такой весьма напряженный характер, вот как Рубио и Витков. И, судя по всему, от украинского вопроса, похоже, Рубио отлучен. Да, он может говорить там Куба, Венесуэла – это его, но не Украина. А вот Витков – да. Но Витков по-прежнему у Трампа в доверии. Но ни на какие формальные должности этот топовый застройщик и юрист, ну, все-таки среда нью-йоркских застройщиков это очень специфическое место. Для того, чтобы выжить и не разориться, и встать на ноги, ну, надо обладать определенными качествами и талантами. Вот Витков по-прежнему, как говорится, не выпал из доверия у Трампа.
Так, значит, переходим в чаты трансляции. Давайте немножко времени уделим им тоже. Значит, вот человек пишет: вопросов вообще нет. Спасибо за Золотареву. Пожелание беречь себя и спасибо за откровенность. Спасибо большое за то, что нас поддерживаете. Спрашивает Андрей: Золотарев из Запорожья? Нет, там рядышком. Нет, я рядышком. Ну, я до 2006 года жил в Днепре. В Днепропетровске, точнее. Ну, Днепр – это река, то есть я же не рыба. Тут, с подачи наших декоммунизаторов у нас ну, теперь жители города стали пресноводными. Вот. В Мгм. Запорожье хорошо знаю, приходилось там работать в свое время, 25 лет тому назад. Вот. Так, значит, ну пока не вижу подтверждений нигде. Тут пишут в чате, что Алексеев скончался. Вот, в Ну, больнице. ранение действительно там грудная клетка, голова – это тяжелое ранение. М, Так, ну да, тут готовится Россия к обстрелу очередному большому по Украине. О чем и говорил, то, Да, о что, чем мы судя по говорили всему, выше. да. Но как бы пока посмотрим. Да. Я пока не нахожу какой-то официальной информации о том, что он скончался. Ну, поэтому, может, не знаю, в чате. Ну, не будем гадать на кофейной гуще. Да, не будем, потому что дождемся какой-то информации. И опять-таки с этого выгребать очень, очень долго. Ну, вот с таких О, пулевых. это нам будет долго икаться. Да. А, Так, значит, вопросы ваши. Ну да, любая война — это сговор финансовых групп. Кому интересно, э, посмотрите карикатуры Первую мировую войну. Перед тронов Ротшильдов стоят с протянутой рукой все главы Европы. Ну, получается, финансовый сговор, любая война. Знаете, ну, как бы там ни было, иногда победа в войне достается очень большой ценой. Ну, Британия, да, она вошла в число стран победителей, но фактически пришла страной банкротом. Страной банкротом. А дальше, ну, невозможность дешевой империалистической политики привела к тому, что Британия перестала быть империей. Индия, Угу. и не только была, это же нынешний Бангладеш и Пакистан вместе взятые британская Индия. Малайя, Йемен, все потихонечку, африканские колонии, все начало потихонечку выпадать из-под короны. Так, на что Украина сейчас рассчитывает? На, Ну, на пряники? нет, ну, авось Владимир Александрович, я могу сказать, на что он рассчитывает, что он парень фартовый, что обязательно повезет, вот надо день простоять, там бы ночь продержаться, вот, а там, глядишь, и э, фортуна улыбнется. Вот. А на что рассчитывает страна, ну, у тех стариков, которые сегодня там мрут от холода и голода, никто не спрашивает, на что рассчитывают. То есть они рассчитывают, люди рассчитывают выжить в этой ситуации. Не замерзнуть в тех домах, там 1200 домов в Киеве, которые сегодня без отопления. Да, уже нет 20-градусных морозов, правда, в понедельник снова по ночам будет минус 19, но попробуйте там. Вот, люди с левобережья, живущие там на Дарнице, это в квартире плюс 5 температура. Ну, нормально так. Угу. Так, значит, да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний разговор. Вот пишет Саня, привет из Нарвы. Мгм. Тезка, миру мир. Да, вам тоже большой привет. И пишите, откуда вы, и передавайте как бы приветы друг другу. И спасибо большое за то, что присоединяетесь к трансляциям, к нашим прямым эфирам. Очень хочется, чтобы, ну вот это все-таки, ну, здравый смысл объединял всех.
Понятно, что там есть разные люди, они там приходят в комментариях, в чатах, кто-то пишет там свою какую-то... И знаете, я вот... Все спрашивают, Шелест, а сколько ты пьешь этих антидепрессантов? Там же увеличилось в Украине количество антидепрессантов, которое на душу населения. Смотрите, как бы не пью антидепрессанты, но тут, понимаете, надо проще относиться вот к друг другу. Вот немножко проще. Но только здравый смысл сможет нам немножко указать хотя бы направление в сторону, да, как это все закончить, в то время как все показывают абсолютно другое направление. Но я рад, что мы встречаемся и это обсуждаем и в комментариях, и в прямых эфирах. Андрей Владимирович, спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся обязательно. До скорого.